Это роман о том, что в жизни существуют некие экзистенциальные ловушки. Вот человек попадает в некую ситуацию, а, не знает, что делать. Находиться в этой ситуации ему тяжело и противно. Выйти из этой ситуации тоже неправильно, потому что ну, выход это неправильное дело, или там, например, тебя могут убить, если ты выходишь из этой ситуации. И что делать, как вот выкручиваться? Из этой ситуации можно выйти только одним способом – переделать самого себя. Вот когда ты преодолеешь самого себя, тогда ты из этой ситуации выйдешь. И вот такие ситуации я назвал экзистенциальными ловушками. И в этом смысле роман «Ненастья» — это такой парад экзистенциальных ловушек, в которых попадали и люди 90-х годов, и общество 90-х годов, и вообще вся страна. Ну, например, одна такая экзистенциальная ловушка. После афганской войны возвращается ветеран войны, солдат, вот, и он считает, что поскольку все вокруг разваливается, нужен какой-то механизм для того, чтобы доверять ближнему. И на основе этого доверия строить бизнес, строить взаимоотношения. Он находит такую вещь, он называет ее афганская идея. То есть это братство по войне в Афганистане. Если ты поддерживаешь идею этого братства, то вот у тебя есть товарищи, с которыми ты можешь какие-то делать дела. И мой герой создает общественную организацию ветеранов Афганистана, которая потом превращается в банду, потом превращается в некий бизнес-альянс полукриминальный, но уже только а не полностью, а потом превращается в частный бизнес одного человека. Но мой герой тоже находится в экзистенциальной ловушке. Он понимает, что на самом деле никакого афганского братства нет. Нету братства ветеранов. Что ветераны разные, одни хорошие, другие плохие. И этот опыт войны в жизни ничего не решает. И за деньги тебя предадут так же, как ветеран тебя предаст так же, как любой другой человек. И вот что делать моему герою? Продолжать верить в это братство бессмысленно, потому что он видит, как это братство рушится. Отказаться от этого братства он тоже не может, потому что он очень много сил положил на это братство, создал организацию. Вот он оказался в экзистенциальной ловушке. Из этой ловушки он может выйти только переделав себя, то есть сказав самому себе, что все это в прошлом, что ничего подобного нет, я ошибался и так далее. И вот в такие ловушки попадают очень многие герои и очень многие человеческие сообщества, и в том числе вся страна в 90-е годы попала в такую ловушку. То есть страна понимала, вернуться обратно в Советский Союз нельзя, потому что зачем тогда все жертвы. Но жить так, как мы жили в 90-е, тоже нельзя, потому что воровство, бандитизм, беспредел и так далее. Что делать? Только переделать саму себя. То есть страна и общество должны были сказать себе, что хватит, так жить нельзя. Мы должны сами создать себе законы и соблюдать эти законы. Только тогда мы начнем жить нормально по-человечески. Мы выйдем из этой ловушки. Вот про такие ловушки весь этот роман. И мой герой оказывается в ловушке денег. Он и воспользоваться деньгами не может, и бросить эту кучу денег просто закопанными в земле тоже не может. Он боится, что кто-то другой раскопает. Он привязан к ним, как собака на веревке. И пользоваться не может, и убежать тоже не может. Он тоже находится в ловушке. И его подруга тоже находится в ловушке, но у нее другая ловушка. Она все время жалеет себя. Вот пока она жалеет себя, она не может свою жизнь наладить, не может увидеть, что ее любит кто-то другой. И как только она начинает жалеть другого, у нее наконец-то начинается нормальная человеческая жизнь. Как только она понимает, что не она главная в этом мире, вот, что надо жить не для себя, а для кого-то другого, у нее появляются жизненные силы, она начинает жить по-настоящему. Она тоже находится в ловушке. И я показываю эти ловушки и на бытовом уровне, и на социальном уровне, то есть на всех уровнях.